Когда ко мне, как к специалисту, приходит мужчина или женщина после 50 и с неловкой улыбкой говорит: «Доктор, не получается», я всегда отвечаю спокойно, потому что запор — это не стыдно, это сигнал. Кишечник — орган умный, но обидчивый. Его нельзя торопить, пугать клизмами или шантажировать таблетками. Исследования, на которые ссылаются специалисты Всемирной организации здравоохранения, показывают, после 50 лет моторика кишечника замедляется почти у 60% людей. И если в молодости организм прощал бутерброд на ночь и кофе вместо завтрака, то теперь нет. Я расскажу, что действительно помогает, без магии и фанатизма. И да, подпишитесь на канал заранее, дальше будет то, о чем обычно молчат. Секрет в том, что кишечник не любит резких движений, ни физических, ни пищевых. Многие думают: сейчас съем что-нибудь сильное и побегу. Это ошибка. По данным Mayo Clinic, агрессивные слабительные при регулярном применении делают кишечник ленивым, как кот после сметаны. Правильный путь – мягкий утренний ритуал. Самый простой вариант – теплая вода 250-300 мл сразу после пробуждения, медленно, маленькими глотками. Ни чай, ни кофе, именно вода. Через 10 минут 1 столовая ложка овсяных отрубей, залитых теплой водой или кефиром. Это не чистка, а тренировка. И если вы сейчас думаете, что это слишком просто, не спешите. Дальше будет самое интересное. Поэтому не забудьте поставить лайк, если тема вам близка. Теперь о продукте, который пугающе недооценен. Обычная вареная свекла. Не салат с майонезом, а теплая, нарезанная кубиками с чайной ложкой растительного масла. Исследования европейских гастроэнтерологических ассоциаций подтверждают, сочетание растворимой клетчатки и натуральных сахаров мягко стимулирует перистальтику через 6-8 часов. Дозировка простая – 100-150 граммов вечером, 3-4 раза в неделю, не каждый день. Кишечник любит ритм, а не давление. И важный момент – жевать медленно. Кишечник начинается во рту, как бы странно это ни звучало. В середине видео я расскажу, почему именно один продукт после 50 может все испортить, даже если вы едите правильно. Не переключайтесь. Теперь немного движения, но без подвигов. Ни бег, ни планка и ни через боль. Самое эффективное упражнение для кишечника – так называемое диафрагмальное дыхание. Сядьте на стул, спина прямая. На вдохе медленно надуваете живот, считая до 4. На выдохе втягиваете, считая до 6. 5 минут утром и 5 минут вечером. Это не эзотерика, а физиология. Такие упражнения рекомендуют специалисты Национальный институт здоровья США для улучшения кровоснабжения органов брюшной полости. Многие удивляются. И все? Да, но при условии регулярности. И если вы хотите продолжения с редкими, но рабочими народными средствами, дайте знать лайком прямо сейчас. А теперь народное средство, которое действительно имеет смысл, а не просто бабушка сказала. Настой семян льна. 1 чайная ложка семян на 200 мл теплой воды. Настоять 2 часа. Принимать вечером, не запивая, курсом 7-10 дней. Семена не перевариваются, и в этом их сила. Они образуют слизь, защищающую стенки кишечника и облегчая прохождение содержимого. Важно не превышать дозировку и не использовать при болях неясного происхождения. Я специально рассказываю это сейчас, потому что дальше будет разговор о том, какие полезные продукты после 50 могут вызвать обратный эффект. Это момент, где многие делают ошибку. Не пропустите. Часто после 50 люди совершают одну и ту же ошибку. Начинают есть полезное без меры, орехи горстями, цельнозерновой хлеб вместо обычного, сырые овощи вечером. И удивляются, живот как барабан, а результата 0. Я всегда объясняю просто. Кишечник после 50 как взрослый человек, он не любит хаос. Переизбыток грубой клетчатки без воды вызывает не очищение, а пробку. Именно поэтому так важно соблюдать пропорции. Золотое правило – на каждые 10 граммов клетчатки минимум 300 мл жидкости в течение дня. Если этого нет, кишечник начинает забирать воду из содержимого, и стул становится плотным. В середине ролика я покажу простой тест, по которому вы за 30 секунд поймете, пьете ли вы достаточно воды. И да,
Если тема откликается, поддержите канал лайком. Это помогает нам выпускать такие видео чаще. Теперь о завтраке, который либо запускает кишечник, либо окончательно его тормозит. Самая частая картина – кофе натощак и печенье, чтобы не было пусто. Кофе действительно стимулирует перистальтику, но без еды он действует как кнут, резко и недолго. Через пару часов кишечник выключается. Правильный завтрак после 50 должен быть теплым и вязким. Овсянка на воде или молоке 1 к 1, 4-5 столовых ложек в сухом виде, плюс чайная ложка растительного масла. Не сахар, не варенье, именно жир. Он дает сигнал желчному пузырю, а желчь – главный помощник кишечника. Если вы хотите понять, почему запоры часто связаны не с кишечником, а с желчью, досмотрите до конца, там будет ключевой момент. Отдельно скажу про позу в туалете. Да, это не самая популярная тема, но одна из самых важных. Человеческий кишечник анатомически не предназначен для сидения под прямым углом. Именно поэтому у многих есть ощущение неполного опорожнения. Решение простое. Подставка под ноги высотой 20-25 см. Колени должны быть выше уровня таза. В такой позе прямая кишка выпрямляется, и процесс идет легче, без натуживания. Это снижает риск геморроя и трещин, факт, подтвержденный клиническими наблюдениями. Я часто шучу, это самая дешевая медицинская технология в доме. И знаете, люди возвращаются и благодарят. В следующем абзаце я расскажу, почему терпеть по привычке опаснее, чем кажется. Запомните раз и навсегда. Кишечник не любит, когда его игнорируют. Если позыв появился, его нельзя откладывать. После 50 лет нервные рецепторы становятся менее чувствительными, и каждый пропущенный сигнал делает следующий слабее. Так формируется хронический запор. Я советую выработать условный рефлекс. Одно и то же время, спокойная обстановка, без телефона и новостей. 5-7 минут достаточно. Не получилось – встали и ушли, без насилия. Кишечник не враг, а партнер, и если вы дочитали до этого места, значит тема действительно важна. Напишите в комментариях, с какого возраста вы начали замечать изменения. Это поможет другим зрителям понять, что они не одни. А теперь интрига, о которой я обещал. Есть один продукт, который после 50 лет незаметно разрушает регулярность стула, даже если вы питаетесь по правилам. Это обезжиренные молочные продукты. Кальций без жира замедляет моторику кишечника, особенно при дефиците магния. Поэтому творог 0% и обезжиренный йогурт часто работают против вас. Лучше меньше, но с жирностью 5-9%. В следующей части я подробно разберу вечерние привычки, которые либо гарантируют утренний результат, либо сводят все усилия на нет. Обязательно оставайтесь. Дальше будет то, о чем редко говорят даже врачи. Вечер – это момент истины для кишечника. Все, что вы делаете после 6 вечера, либо готовит организм к спокойному утру, либо закладывает проблему на завтра. Самая частая ошибка – плотный ужин, потому что днем не успел. После 50 лет обмен веществ замедляется, и кишечник ночью не отдыхает, а перерабатывает. И если в этот момент он перегружен мясом, картофелем и хлебом, утром не будет ни позыва, ни легкости. Лучший вариант ужина – теплые овощи и белок, тушеные кабачки, тыква или морковь, плюс рыба или яйцо. Порция с ладонь, не больше. Это правило подтверждают наблюдения специалистов Harvard Medical School, изучающих влияние циркадных ритмов на пищеварение. В следующем абзаце расскажу, почему именно тыква – недооцененный герой после 50. Тыква – это не детское пюре и не еда для больных. Это мягкий регулятор стула. В ней идеальный баланс растворимой клетчатки и воды. Рецепт простой. 200 граммов запеченной тыквы, чайная ложка оливкового масла, щепоть соли. Есть за 2-3 часа до сна, 2-3 раза в неделю. Она не вызывает вздутия и не гонит, а учит кишечник работать спокойно. Важно не сочетать с белым хлебом и сладостями. И еще один момент – температура пищи. Холодная еда вечером вызывает спазм кишечника, поэтому никакого йогурта из холодильника. Если вы хотите узнать, почему некоторые полезные смузи после 50 вызывают запор, а не очищение, не пропустите следующую часть. Теперь о привычке, которую недооценивают почти все – скорости еды. Когда человек ест быстро, кишечник получает пищу, к которой он не готов.
Ферменты не успевают включиться, и содержимое начинает бродить. После 50 это ощущается особенно остро. Тяжесть, газы, задержка стула. Простое правило врача – один прием пищи не меньше 15 минут. Отложили телефон, прожевали, сделали паузу. Это не дисциплина, это забота. Я часто говорю пациентам с улыбкой: кишечник не любит спешки, как и вы сами. В середине видео будет момент, где я объясню, почему запор – это иногда не проблема еды, а проблема нервной системы. Это важно. Стресс и кишечник связаны напрямую. Когда человек тревожится, организм переходит в режим «бей или беги», а пищеварение выключается. После 50 лет восстановление занимает дольше, поэтому вечерний ритуал важнее, чем кажется. Простое упражнение. Перед сном положите ладонь на живот и сделайте 10 медленных круговых движений по часовой стрелке, затем 10 против. Давление минимальное. Это стимулирует блуждающий нерв и снижает спазм. Делать каждый вечер, 5 минут. Эффект накопительный. Многие сначала смеются, а потом удивляются результату. Если вы хотите продолжение с редкими, но рабочими техниками, поддержите видео лайком. Это сигнал, что тема нужна. И еще один важный момент, о котором редко говорят вслух. Слабительные по привычке – это ловушка. Они дают иллюзию контроля, но лишают кишечник самостоятельности. Если без них не получается уже несколько месяцев, это не решение, а симптом. В следующих абзацах я подробно расскажу, как мягко выйти из зависимости от слабительных и клизм без стресса для организма. Это возможно, но требует понимания, а не героизма. Досмотрите до конца. Там будет пошаговый план, который можно применять дома безопасно и разумно. Когда человек решает отказаться от слабительных, появляется страх. А вдруг совсем перестанет работать? Это нормальное беспокойство. Я всегда объясняю. Кишечник не сломанная деталь, а система с памятью. Если его долго подгоняли, он забывает собственный ритм. Поэтому выход должен быть постепенным. Первые 5-7 дней дозу слабительного уменьшают вдвое, параллельно добавляя воду, теплые завтраки и вечерние овощи. Важно не ждать мгновенного результата. В этот период возможны задержки на 1 день, это допустимо. Главное не паниковать и не добивать кишечник новой таблеткой. В середине видео я объясню, как отличить нормальную адаптацию от тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать. Отдельно хочу сказать о магнии. Это минерал, без которого кишечник после 50 часто тормозит. Но здесь важна форма и дозировка. Не актичные слабительные соли, а мягкие формы – цитрат или глицинат магния. Рекомендуемая дозировка 200-300 мг вечером после еды курсом 14 дней. Магний расслабляет гладкую мускулатуру и снижает спазм, а не вызывает резкую диарею. Но есть правило. Если есть заболевание почек, обязательно консультация врача. Я всегда подчеркиваю, даже полезное средство при неправильном подходе может навредить. В следующем абзаце расскажу, почему утренние привычки важнее вечерних, как бы странно это ни звучало. Утро задает тон всему дню, и кишечник это чувствует первым. Самая разрушительная привычка – вскочить, выпить кофе и бежать по делам. Организм не успевает включиться. Я рекомендую простую схему – пробуждение, вода, дыхание, только потом еда. 5 глубоких медленных вдохов с акцентом на живот активирует нервную систему пищеварения. Это занимает меньше минуты, но эффект заметен уже через несколько дней. Многие говорят: «Доктор, я не верил, но сработало», и это лучшая награда. Если вы сейчас читаете и киваете, значит мы говорим на одном языке. Поддержите канал лайком, чтобы такие видео выходили чаще. Теперь о чистоте стула. Запомните, норма – это не каждый день любой ценой. Для кого-то нормально раз в день, для кого-то раз в 2 дня, если нет дискомфорта, боли и вздутия. Опасно не отсутствие ежедневного стула, а натуживание и чувство неполного опорожнения. Именно они со временем приводят к проблемам. Я всегда прошу людей перестать сравнивать себя с соседями и интернетом. У каждого кишечник со своим характером. В следующей части я расскажу о простом дневнике питания и самочувствия, который помогает наладить стул без анализов и дорогих обследований.
Дневник — это не тетрадь на всю жизнь, а временный инструмент. 7 дней достаточно. Записывайте, что ели, сколько воды выпили, был ли стул и какое было самочувствие. Через неделю картина становится очевидной. Люди сами видят, какие продукты мешают, а какие помогают. Это возвращает контроль и уверенность. И именно с этого момента кишечник начинает доверять хозяину. В следующем блоке я разберу конкретные продукты, которые стоит исключить временно, и те, которые можно есть смело, без страха запоров. Не переключайтесь, это один из самых полезных моментов видео. Теперь давайте честно поговорим о продуктах, которые после 50 стоит временно убрать, даже если вы считали их полезными. Первый в списке – белый хлеб и сдоба. Они не просто крепят, они замедляют прохождение содержимого по кишечнику, особенно при низкой активности. Второй – рисовая каша на воде, особенно утром. Она хороша при диарее, но при склонности к запорам работает против вас. Третий – крепкий черный чай. Он обезвоживает содержимое кишечника. Это не запрет навсегда, а пауза на 2-3 недели, пока кишечник учится работать самостоятельно. В следующем абзаце я расскажу, какие продукты можно есть без страха даже каждый день. А теперь хорошие новости. Есть продукты, которые кишечник после 50 принимает спокойно и благодарно. Гречка, пшено, перловка, но не рассыпчатые, а слегка разваренные. Тушеные овощи, морковь, свекла, кабачок, брокколи, кисломолочные продукты средней жирности, особенно кефир однодневный, 200 мл вечером. Фрукты, печеные яблоки и груши. Они работают мягко и не вызывают спазмов. Главное правило – умеренность. Кишечник не любит крайностей, даже полезных. Если вы сейчас думаете «это я могу», значит вы на правильном пути. Дальше будет важный разговор о воде, без мифов и крайностей. Вода – самый спорный момент. Кто-то заставляет себя пить по 3 литра, а потом жалуется на отеки. Я всегда говорю, кишечнику нужна не море воды, а регулярность. Средняя норма – 30 мл на килограмм веса в сутки, включая супы и напитки. Пить лучше между приемами пищи, а не залпом. И еще один нюанс. Теплая вода работает лучше холодной. Она не вызывает спазм и быстрее проходит по желудку. Если вы пьете воду и стул не меняется, проблема не в количестве, а в режиме. В следующей части я объясню, как движение в течение дня влияет на кишечник сильнее, чем тренировки. Кишечнику не нужны рекорды, ему нужны шаги. 20-30 минут спокойной ходьбы в день стимулируют перистальтику лучше, чем редкие интенсивные тренировки. Особенно полезна ходьба после еды – 10-15 минут. Это естественный массаж внутренних органов. После 50 лет именно такие мелочи решают больше, чем спортзал. Я всегда улыбаюсь, когда слышу «Доктор, я начал просто гулять, и стало легче». Это лучший отзыв. В следующем абзаце я подведу промежуточный итог и дам простой алгоритм из 5 шагов, который можно начать уже завтра. Итак, если коротко. Первое. Теплая вода утром. Второе. Вязкий завтрак с небольшим количеством жира. Третье. Движение и дыхание. Четвертое. Спокойный вечер без тяжелой еды. Пятое. Уважение к сигналам кишечника. Это база. Без экстремальных чисток и опасных советов. В следующих абзацах я отвечу на самые частые вопросы, которые мне задают люди после 50, и в конце дам финальную рекомендацию, которая часто становится переломной. Обязательно оставайтесь до конца, там будет самый важный момент всего видео. Один из самых частых вопросов, который я слышу: «Доктор, а если не получается больше 3 дней, это уже опасно?» Отвечаю спокойно. Сам по себе интервал не приговор. Опасны сопутствующие симптомы – боль, кровь, резкая потеря веса, ночные позывы. Если этого нет, мы работаем с режимом, а не паникуем. Европейские гастроэнтерологи из United European Gastroenterology подчеркивают, хронический запор чаще функциональный, а не органический. Это значит обратимый. И это хорошая новость. В следующем абзаце расскажу, почему клизмы не выход, даже раз в месяц. Клизма кажется быстрым решением, но для кишечника это как пожарная тревога без пожара. Разовая допустима в экстренной ситуации, регулярная ломает рефлекс. Кишечник перестает понимать, когда ему работать самому.
После 50 лет восстановить этот навык сложнее, но возможно. Я всегда предлагаю альтернативу. Теплый душ, дыхание, поза с приподнятыми ногами и время. Да, иногда нужно подождать, но ожидание — это часть лечения, а не поражения. В следующей части я расскажу, как лекарства от давления и суставов могут влиять на стул и что с этим делать. Многие удивляются, когда я говорю, что запор может быть побочным эффектом таблеток. Препараты от давления, обезболивающие, железо — все это может замедлять перистальтику. Это не значит, что их нужно отменять. Это значит, что кишечнику нужна дополнительная поддержка — вода, магний, питание по режиму. Иногда достаточно изменить время приема лекарства, поэтому если проблема появилась на фоне новых препаратов, это важная подсказка. В следующем абзаце я подойду к самому тонкому моменту — психологическому. Кишечник очень чувствителен к контролю. Чем больше человек следит, тем хуже получается. Это парадокс, но он реальный. Я часто говорю, отпустите ситуацию, и она наладится. Создайте условия и дайте время. Без секундомера, без ожиданий. Удивительно, но именно после этого у многих все запускается. Если вы сейчас чувствуете напряжение, сделайте паузу, выдохните. Вы уже делаете достаточно. В следующем абзаце я подведу итог перед финалом и дам главный ориентир. Главный ориентир — регулярность, а не скорость. Кишечник любит предсказуемость. Одно и то же время подъема, еды, отдыха. Через 2-3 недели он начинает работать стабильнее. Это не чудо, это физиология. И если вы дошли до этого момента, значит, вы действительно заботитесь о себе. В финальных абзацах я поблагодарю вас, подведу окончательный итог и дам последнюю рекомендацию, которая часто меняет все. Обязательно оставайтесь, завершение будет важным. Подводя черту, я хочу, чтобы вы запомнили одну простую мысль. Кишечник после 50 не враг и не сломанный механизм. Это система, которой нужно время, тепло и уважение. Не сила, не давление и не крайности. Когда вы перестаете воевать с телом и начинаете с ним договариваться, результат приходит сам. Я вижу это каждый день в практике. И если вы досмотрели до этого места, значит, тема для вас важна. Поставьте лайк прямо сейчас. Это простой знак, что такие разговоры нужны и полезны. Если вы попробуете внедрить хотя бы половину того, о чем мы говорили сегодня, вы уже поможете себе больше, чем десятками чудо-средств. Не спешите, не сравнивайте себя с другими и не ждите мгновенного эффекта. Кишечник любит терпение. Через 2-3 недели вы заметите первые устойчивые изменения. И это будет не разовый результат, а новый ритм жизни. В комментариях напишите, что из услышанного вы готовы попробовать уже завтра. Ваш опыт может поддержать других. Я намеренно говорил с вами простым языком, без запугивания и крайностей, потому что здоровье после 50 — это не про страх, а про осознанность. Вы не обязаны терпеть дискомфорт и считать его возрастной нормой. У вас есть право на спокойное утро и легкость в теле. И если это видео помогло вам по-новому взглянуть на проблему, поделитесь им с теми, кому это может быть полезно. Иногда одно видео меняет привычки на годы вперед. На канале «Доктор Здоровье» мы говорим о сложных вещах спокойно и честно. Без паники, без крайностей, с уважением к возрасту и опыту. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы регулярно разбираем темы, о которых редко говорят открыто, но которые волнуют миллионы людей. Подписка и лайк — это лучшая поддержка нашей работы. Благодарю вас за доверие и за то, что досмотрели видео до конца. Заботьтесь о себе без спешки и фанатизма. Слушайте свое тело, оно всегда подсказывает, что ему нужно. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если хотите видеть больше таких разборов. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому оно может помочь. До встречи в следующих выпусках. Будьте здоровы и спокойны.